всех приветствую! Вы уверены, что ваш сад безопасен? Прямо сейчас на ваших сотках может расти настоящее химическое оружие, которое вы посадили своими руками. Мы привыкли бояться борщевика, но что, если я скажу, что роскошная гортензия у крыльца скрывает в себе производные цианида, а семена изящной клещевины содержат рицин, смертельный яд, от которого нет противоядия. Сегодня мы разберем 20 ядовитых растений и ягод, которые маскируются под мирных дачных жителей. Вы узнаете, какой популярный кустарник ядовит от корней до листьев, и какую лесную ягоду дети часто путают с черникой. Досмотрите до конца. Возможно, после этого видео вы пойдете полоть клумбы исключительно в перчатках. Первое. Наперстянка. Дигиталис. Этот роскошный многолетник с величественными цветоносами, усыпанными яркими колокольчиками, частый гость на парадных клумбах. Дачники обожают его за неприхотливость и королевский вид, часто даже не подозревая, какую угрозу скрывает эта эстетика. Наперстянка – классический пример того, как стирается грань между лекарством и ядом. Она содержит сильнейшие сердечные гликозиды, в частности, дигитоксин. В контролируемых микродозах эти вещества спасают жизни, помогая при сердечной недостаточности. Но в саду, без весов и лаборатории, растение превращается в мину замедленного действия. Токсины наперстянки имеют накопительный эффект и способны проникать в организм даже через кожу при заготовке букетов или обрезке без перчаток. Попадание сока или семян внутрь вызывает резкое нарушение сердечного ритма, блокирует импульсы, провоцирует рвоту, судороги и в тяжелых случаях приводит к полной остановке сердца. Категорически не рекомендуется высаживать этот цветок там, где гуляют маленькие дети. Второе. Клещевина обыкновенная. Ее часто называют северной пальмой за мощные, раскидистые резные листья багрового или изумрудного цвета. Клещевина растет с феноменальной скоростью и за один сезон способна превратить пустой угол участка в экзотические джунгли. Именно из ее семян производят знаменитое касторовое масло. Однако в сыром виде это растение – один из самых опасных убийц в растительном мире. Вся структура клещевины, а в особенности ее пестрые семена, похожие на фасоль или округлых клещей, набита смертоносным белком – рицином. Рицин в несколько раз токсичнее цианистого калия. При попадании в организм он безвозвратно разрушает клетки, вызывая внутренние кровотечения, тяжелейшие колики и необратимый отказ органов. Самое страшное, что против рицина не существует специфического противоядия, а для трагического исхода ребенку достаточно проглотить всего от 2 до 3 бусины семени. Если вы выращиваете клещевину ради декора, обязательно срезайте соцветия до того, как на них успеют завязаться и созреть эти привлекательные, но смертоносные плоды. Третий. Борщевик Сосновского. Главный кошмар любого дачника – заброшенных полей и обочин дорог. Этот гигантский зонтичный монстр способен вымахать выше человеческого роста, полностью вытесняя любую культурную растительность на участке. Борщевик Сосновского опасен своей уникальной фототоксичностью. Его прозрачный водянистый сок содержит фуранокумарины – вещества, которые сами по себе не вызывают мгновенной боли или химического ожога. Ловушка заключается в том, что сок полностью лишает кожу естественной защиты от ультрафиолетовых лучей. Если после контакта с растением на кожу попадает даже пара капель солнечного света, активируется бурная реакция. Появляются глубокие, долго не заживающие ожоги вплоть до 3-й степени, покрывающиеся огромными волдырями. Если сок брызнет в глаза, например, при скашивании триммером без маски, это может привести к необратимой слепоте. Избавляться от борщевика на участке нужно максимально оперативно, вооружившись плотной закрытой одеждой, очками, респиратором и работая исключительно в пасмурную погоду или после захода солнца. Четвертое. Ландыш майский. Этот нежный лесной вестник весны с белоснежными ароматными колокольчиками часто перебирается на наши участки в тенистые зоны под деревьями, где быстро разрастается в плотные зеленые ковры. Очарование ландыша настолько велико, что мы подсознательно ассоциируем его с чистотой и абсолютной безопасностью. Однако это глубокое заблуждение. Ландыш майский невероятно токсичен от кончиков корней до кончиков нежных лепестков. Как и наперстянка, он под завязку забит конвалятоксином и другими гликозидами, бьющими по сердечно-сосудистой системе.
Главное коварство проявляется в конце лета, когда на месте белых чашечек созревают манящие, сочные оранжево-красные ягоды. Они сладковатые на вкус, что делает их смертельно опасным магнитом для всех, кто решит их попробовать. Даже вода в вазе, где пару дней постоял весенний букет ландышей, превращается в опасный ядовитый настой, способный вызвать сильнейшую интоксикацию, падение пульса и головокружение. Я, честно говоря, никогда не знал до этого, что ландыш настолько опасен, особенно для наших братьев меньших, кошек и собак, которые могут случайно прикусить листок или лизнуть воду из-под букета. Друзья, если этот факт стал для вас открытием, обязательно ставим лайк под этим видео, поддержите канал, и мы двигаемся дальше, к следующим скрытым угрозам нашего сада. 5. Белладонна, красавка. Это многолетнее травянистое растение с крупными листьями и колокольчатыми цветами грязно-фиолетового оттенка. Часто маскируется под обычный сорный куст. Вся его суть отражена в названии. Белладонна переводится как «красивая дама». В старину женщины закапывали сок этого растения в глаза, чтобы расширить зрачки и придать взгляду особый блеск, не задумываясь о том, что платят за это постепенной слепотой. Белладонна содержит опаснейшие алкалоиды атропиновой группы, которые блокируют нервную систему. Самая большая опасность на участке – ее глянцевые крупные черные ягоды, которые невероятно похожи на спелую вишню или крупную черную смородину. Они имеют сладковатый вкус, из-за чего дети могут легко съесть их целую горсть. Буквально через от 15 до 20 минут после этого наступает тяжелейшее отравление, сухость во рту, жжение в горле, резкое замедление, а затем ускорение пульса, бурные галлюцинации, бешенство и паралич дыхания. Если этот куст забрел к вам в сад, избавляйтесь от него немедленно. 6. Аконит, борец. Этот величественный цветок с эффектными синими, фиолетовыми или желтыми соцветиями, похожими на рыцарские шлемы, часто украшает задние планы наших цветников. Садоводы ценят его за зимостойкость и яркую внешность, забывая, что перед ними древнейшее оружие массового поражения. В античные времена соком аконита смазывали наконечники стрел и копий, а также подмешивали его в вино политическим врагам. Главный виновник такой репутации – алкалоид аконитин, один из самых быстродействующих и жестоких растительных ядов на планете. Ужас в том, что аконитин обладает высокой трансдермальной токсичностью. Он способен быстро впитываться в кровь даже через неповрежденную кожу. Стоит сорвать букет без перчаток в жаркий день, и можно получить сильный зуд, а следом аритмию. При попадании внутрь аконит мгновенно парализует мышцы, включая диафрагму. Смерть наступает от удушья в течение пары часов, и спасти человека чрезвычайно сложно, так как противоядия в медицине не существует. 7. Олеандр. Этот роскошный вечно зеленый кустарник с узкими листьями и ошеломительно красивыми ароматными розовыми или белыми цветами – мечта многих садоводов. В средних широтах его выращивают в огромных катках, вынося летом на террасы и крыльцо для создания южного колорита. Но за этой средиземноморской сказкой скрывается абсолютная токсичность. В олеандре ядовито все – листья, цветы, древесина, корни и даже сок. Он содержит гликозиды олеандрин и карнерин, которые вызывают мощнейшие сбои в работе миокарда. Существует известная историческая легенда о том, как солдаты наполеоновской армии пожарили мясо на костре, нанизав его на очищенные прутья олеандра. Наутро половина отряда просто не проснулась. Даже дым от сжигания обрезанных веток олеандра ядовит и может вызвать сильнейшую интоксикацию и потерю сознания. Если в доме есть кошки или собаки, держать олеандр на веранде – огромный риск, ведь даже один случайно разжеванный лист может стать для питомца фатальным. 8. Дурман обыкновенный. Это мощное однолетнее растение из семейства посленовых привлекает внимание своими огромными, похожими на граммофоны белыми цветами, которые раскрываются ближе к вечеру и источают дурманящий сладкий аромат. За кустом закрепилась дурная слава шаманской травы из-за высокой концентрации гиосциамина, скополамина и атропина. При созревании на месте цветов появляются устрашающие коробочки, густо усыпанные острыми шипами, внутри которых прячутся сотни черных семян. Именно они чаще всего становятся причиной трагедий. Дурман оказывает мощнейшее психотропное действие на центральную нервную систему.
Отравление сопровождается полным нарушением ориентации, потерей памяти, сильной жаждой и жуткими зрительными галлюцинациями, которые могут длиться несколько суток. Категорически нельзя поддаваться моде на ландшафтный дизайн и высаживать дурман или его близкого родственника бругмансию на участке, если у вас есть дети. Помните, как в той известной песне поется «Дурман трава взошла, с ума сошедшая». Так вот, слова эти чистая правда. От этого растения действительно можно буквально сойти с ума из-за галлюцинаций. Напишите в комментариях, кто узнал строчки. А мы переходим к третьей части нашего списка, где притаились коварные лесные диверсанты, которые пробираются на грядки без нашего разрешения. 9. Болиголов пятнистый. Этот невзрачный двухлетник из семейства зонтичных – один из самых скрытных и опасных врагов на любом заброшенном участке или у компостной кучи. Главное коварство болиголова заключается в его поразительном сходстве с культурной зеленью. В первый год жизни его ажурные листья легко перепутать с петрушкой, а на второй год он вытягивается и становится похож на дикий укроп или купырь. По легенде, именно соком болиголова был отравлен великий древнегреческий философ Сократ. Растение содержит целую группу ядовитых алкалоидов, главным из которых является канеин. У него есть две яркие приметы, которые помогут вам его опознать. Нижняя часть стебля покрыта темно-бордовыми или фиолетовыми пятнами, а если растереть листья в пальцах, появится резкий, неприятный запах, напоминающий мышиную мочу. Попадание болиголова в пищу вызывает так называемый восходящий паралич. Сначала немеют стопы, затем отказывают ноги, и постепенно паралич поднимается выше, пока не достигнет диафрагмы, приводя к удушью. 10. Вёх ядовитый. Цикута. Если болиголов – это скрытный враг, то вёх ядовитый – это настоящий абсолютный убийца, входящий в топ самых токсичных растений планеты. Он обожает сырость, поэтому часто селится по берегам садовых прудов, в дренажных канавах или влажных низинах у забора. Как и предыдущий обитатель нашего списка, вёх маскируется под съедобные зонтичные растения – сныть или ангелику, но выдает себя толстым, полым внутри корневищем, которое по весне источает аппетитный аромат свежего сельдерея или петрушки. Этот запах невероятно обманчив. В соке цикуты содержится цикутоксин, мощнейший нейротоксин, который мгновенно атакует центральную нервную систему. Для летального исхода взрослому человеку достаточно съесть всего несколько граммов корневища, а домашнему скоту – одного небольшого стебля. Симптомы развиваются стремительно, буквально за считанные минуты. Начинается жжение в животе, сильнейшая рвота, пена изо рта и страшные судороги, которые блокируют дыхание. 11. Чемерица. Этот мощный многолетник с крупными гофрированными листьями и высокими свечками зеленовато-белых цветов часто встречается на сырых лугах, откуда его семена легко залетают на окраины наших дачных участков. Чемерица лобеля – растение-обманщик высшего порядка. Весной ее сочные молодые побеги появляются одними из первых и выглядят точь-в-точь, как черемша или молодые листья съедобного щавеля, что регулярно приводит к тяжелым ошибкам. Растение буквально пропитано стероидными алкалоидами, главный из которых – вератрин, которые сохраняют свою убойную силу даже при высушивании или варке. Чемерица – это сильнейший сердечно-сосудистый и нервный яд. При попадании в желудок она резко снижает артериальное давление, замедляет пульс до критических значений и вызывает непрекращающуюся рвоту. Токсичен даже сухой порошок из листьев. Если он попадет на слизистые носа, начнется безудержное чихание, а при контакте с кожей сок вызывает сильное раздражение и онемение. 12. Самшит вечно зеленый. А вот и еще один грандиозный разрыв шаблонов для миллионов цветоводов. Самшит – это абсолютная классика ландшафтного дизайна. Из его плотной глянцевой зелени стригут идеальные шары, живые изгороди и изящные бордюры вдоль садовых дорожек. Сложно поверить, но этот благородный аристократ сада ядовит сверху донизу, от мелких блестящих листочков до самой древесины и корней. Самшит содержит около 70 уникальных алкалоидов, включая циклобуксин, которые по своей природе являются мощными клеточными ядами. Главная группа риска здесь – это наши домашние питомцы.
Особенно любопытные собаки, любящие грызть палки и играть с ветками после обрезки кустов. И, конечно, маленькие дети. Сок самшита при попадании на кожу может вызвать дерматит, а при проглатывании листьев наступает острое отравление, резкое падение давления, сильная дрожь в теле, судороги и остановка дыхания. Ухаживать за самшитом и стричь его нужно строго в плотных перчатках. Знаете, когда я изучал свойства этих 4 растений, мне искренне стало не по себе. Мы годами ходим по своим участкам, любовно подстригаем идеальные самшитовые бордюры и даже не задумываемся, какая мощная химическая лаборатория развернута прямо у нас под ногами. Напишите в комментариях, растет ли у вас самшит и знали ли вы о его темной стороне. Ну а мы переходим к финальной части нашего списка, где нас ждут лесные дикари и неожиданные комнатные любимцы, которые переехали на летние грядки. 13. Тис ягодный. Этот величественный хвойный долгожитель с мягкой темно-зеленой хвоей часто используется в ландшафтном дизайне для создания живых изгородей и роскошных топиарных фигур. Тис выглядит благородно и дорого, но в древности его называли деревом смерти. В нем ядовито абсолютно все – хвоя, кора, древесина и семена. В них содержится алкалоид-токсин, который обладает мощным кардиотоксическим действием. Он практически мгновенно парализует работу сердечной мышцы. Единственная нетоксичная часть растения – это мясистая красная пресемянница – ариллус, похожая на яркий бокальчик. Именно она привлекает птиц и детей. Но ловушка в том, что внутри этой безобидной сладкой мякоти прячется твердое семечко, которое как раз и забито ядом под завязку. Достаточно случайно разгрызть пару таких семян, чтобы получить тяжелейшее отравление, сопровождающееся удушьем, судорогами и остановкой сердца. Даже при обрезке тиса нужно быть аккуратным, чтобы сок не попал в мелкие раны на руках. 14. Послен сладко-горький. Этот многолетний вьющийся кустарник из семейства посленовых – частый гость на наших дачах. Он любит оплетать заборы, прятаться в малинниках или тенистых сырых углах сада. Цветет он очень красиво, мелкими фиолетовыми цветочками с ярко-желтой конусовидной сердцевиной, которые точь-в-точь похожи на цветы картофеля или баклажана. Однако в конце лета на смену цветам приходят гроздья овальных, блестящих, ярко-красных ягод, которые свисают с ветвей до самой осени. Растение содержит опасный гликоалкалоид солонин и дулькамарин. Опасность ягод послена заключается в их коварном вкусе. Сначала они кажутся сладкими, но буквально через секунду во рту появляется сильная, неприятная горечь. Поедание этих плодов бьет по желудочно-кишечному тракту и нервной системе, вызывая сильное головокружение, затрудненное дыхание, боли в животе и тошноту. 15. Воронец колосистый. Актаеа. Этот тенелюбивый многолетник с красивыми резными листьями иногда целенаправленно сажают в ландшафтных композициях, но чаще он сам незаметно перебирается на садовые участки, если рядом есть смешанный или хвойный лес. Весной он зацветает пушистыми белыми метелками, а к середине лета превращается в настоящий природный аттракцион. На нем созревают крупные, глянцевые, угольно-черные ягоды, собранные в плотные вертикальные кисти. Выглядят они невероятно эффектно и аппетитно, но это чистый яд. Воронец содержит трансдермальные токсины и алкалоиды. Если просто сорвать ягоду и раздавить ее в пальцах, на коже быстро появятся водянистые волдыри и химический ожог. При попадании ягод внутрь токсины мгновенно вызывают сильнейшее расстройство желудка, рвоту, сильное тремороподобное возбуждение, а в больших дозах – паралич центральной нервной системы. 16. Молочай. Семейство молочайных огромно. Сюда входят и злостные огородные сорняки, которые приходится выпалывать каждую весну, и роскошные декоративные виды, например, молочай окаймленный или кипарисовый, и даже знаменитая комнатная пуансеттия, которую летом часто выносят в сад. Но у всех у них есть одна общая крайне опасная черта – густой, вязкий млечный сок белого цвета, который выделяется при малейшем надломе стебля или листа. Этот сок буквально насыщен ядовитыми смолами, эуфорбином и аминокислотами. Попадая на кожу, он работает как сильная кислота, вызывает зуд, покраснение, отек и долго не заживающие язвы.
Если вы пропалываете грядки без перчаток, а потом случайно потрете рукой глаза, сок молочая может вызвать тяжелейший конъюнктивит и даже временную потерю зрения. При случайном проглатывании сок прожигает слизистые рта и пищевода, приводя к сильным болям и головокружению. Помню, как в детстве, гуляя у бабушки в деревне за домом, я постоянно натыкался на эти кусты паслена. Его гроздья сочных красных ягод висели так низко, и их так и хотелось сорвать и попробовать на вкус. Но мы, дети, тогда даже не догадывались, насколько эта красивая ягода опасна. К счастью, пронесло. Напишите в комментариях, у кого в детстве тоже руки чесались попробовать эти запретные плоды. Ну а мы выходим на финишную прямую. Впереди последние 4 растения нашего списка, и поверьте, финал вас точно удивит. 17. Калла болотная, белокрыльник. Этот эффектный многолетник часто украшает прибрежные зоны садовых прудов и влажные низины участка. Внешне он выглядит невероятно изящно. Крупный зеленый лист покрывала с белоснежной внутренней стороной бережно обрамляет плотное соцветие початок. Но за этой благородной внешностью скрывается опасный дикарь. Калла болотная насквозь пропитана жгучим сапонином и кристаллами оксалата кальция. В конце лета на месте белого цветка созревают плотные ярко-красные сочные ягоды, которые так и манят к себе. Стоит только надкусить такую ягоду или лист, как кристаллы оксалата начинают буквально разрезать слизистую оболочку рта, вызывая мгновенный страшный отек языка, гортани и пищевода. Человек начинает задыхаться, теряет способность говорить, а при попадании сока в желудок наступает сильнейшая интоксикация, сопровождающаяся рвотой, падением пульса и судорогами. 18. Лютик едкий. Этот банальный сорняк с мелкими глянцевыми желтыми цветами знаком абсолютно каждому дачнику. Он неприхотливо растет на газонах, вдоль тропинок и у грядок. В народе его не случайно прозвали куриной слепотой. Лютик содержит летучее и крайне агрессивное вещество – протоаниманин. Именно оно придает растению резкий, жгучий вкус и едкий запах. Если вы пропалываете газон без перчаток, сок лютика моментально начнет раздражать кожу, провоцируя появление зудящих пузырей и покраснений. Но самое опасное – это летучая пара растения. Если сорвать большой букет лютиков, активно тереть их в руках или, хуже того, случайно потереть грязными руками глаза, едкие испарения вызовут сильнейший спазм, слезотечение, резкую боль и временную потерю зрения. Для скота и домашних питомцев поедание свежей травы лютика в больших количествах также может закончиться трагически. 19. Глициния, вистерия. Лиана сказочной красоты, которая в последние годы бьет все рекорды популярности в вертикальном озеленении. Ее гигантские свисающие вниз лавандовые, розовые или белые гроздья превращают любой забор, перголу или стену дома в живую декорацию к фэнтези-фильму. Но мало кто из вдохновленных садоводов знает, что прекрасная глициния скрывает в себе серьезную токсичную угрозу. Вся надземная часть лианы содержит гликозид-вистерин и токсичные лектины. Особое коварство проявляется осенью, когда на месте роскошных цветов созревают крупные бархатистые бобы, внутри которых прячутся плоские семена. Эти бобы выглядят точь-в-точь как съедобный горох или фасоль, что делает их главной мишенью для любопытных детей. Всего пара таких горошин способна вызвать у ребенка тяжелейший гастроэнтерит, безудержную рвоту, жжение в горле, резкие боли в животе и сильное обезвоживание организма. 20. Гортензия. И вот мы подошли к самому главному – оглушительному разрыву шаблонов. Гортензия – бесспорная королева современных садов, любимица миллионов дачников, чьи огромные пышные шапки всех оттенков радуги украшают практически каждый второй участок. Сложно поверить, но этот нежный символ уюта таит в себе смертельно опасный секрет. Во всех частях гортензии, от роскошных лепестков до сочных листьев и стеблей, содержатся цианогенные гликозиды. При повреждении тканей растения, например, если ребенок или домашний питомец решит пожевать лист, эти вещества вступают в химическую реакцию и высвобождают один из самых известных и опасных ядов в истории – синильную кислоту – цианид. Цианид мгновенно блокирует клеточное дыхание, лишая организм возможности усваивать кислород. Отравление гортензии проявляется удушьем, падением давления, учащением пульса и судорогами.
Работать с королевой сада нужно исключительно в перчатках. Вот так, друзья. Наш привычный любимый сад на поверку оказался настоящей секретной лабораторией, где даже роскошная гортензия у крыльца способна выработать дозу цианида. Но паниковать и выкорчевывать все кусты точно не нужно. Главное правило любого разумного садовода – работать на клумбах в перчатках, не трогать лицо грязными руками и обязательно объяснить детям, что пробовать на вкус в саду можно только то, что выросло на грядках с клубникой и огурцами. Напишите в комментариях, какое растение из нашего списка удивило вас больше всего. Проверьте, подписаны ли вы на канал «Умный огород». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. И берегите себя. До встречи в новых видео!